Бизнесу нельзя научиться. Это не так. Стать лучшим в своей сфере можно, если перенимать опыт у других, кто уже достиг успеха. Поэтому я, Игорь Рыбаков, собрал лучшие российские и зарубежные образовательные практики и лучших предпринимателей. Вместе мы сделали программу MBA «Вызовы будущего» от Global University в партнерстве с ведущим мировым вузом МФТИ. Изучайте новое. Стать частью сильного и амбициозного сообщества можно по ссылке в описании. Перестрелка вокруг офисов Wildberries. Рейдерство, захваты, как будто бы 90-е, что ли, возвращают. Огромный репутационный ущерб на российский бизнес. Amazon обязал сотрудников вернуться в офисы. Дистанционкой пора заканчивать. Люди так привыкли сидеть в трусах на унитазе. Алло, как дела? Реестр электронных повесток, танцы с бубном, да? Цифровизация, конечно, вносит свои коррективы. В России стали оставлять под залог кредитов секс-игрушки. Очень хочу надеяться, что вам никогда не придется расставаться с тем, что вам так дорого. Значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль. Всем привет! На этой неделе я вновь с новостями на канале номер 1 про бизнес и деньги. Ну что, поехали! Главная новость этой недели — перестрелка вокруг офисов Wildberries. Спор вокруг Wildberries, спор Владислава Бакальчук и Татьяны Бакальчук привел уже к гибели 2 человек. Что будет дальше? Даже загадывать не хочу, потому что я думал, что все это закончится каким-то цивилизованным разводом, разделом имущества и так далее. А то, как сейчас вот продолжается, это все, как будто бы 90-е, что ли, возвращаются. Не очень мне нравится, что это происходит, тем не менее, я здесь не для того, чтобы давать оценки, а для того, чтобы собрать все вот эти основные события по шагам, давайте взглянем комплексно на эту проблему. Итак, в среду Владислав Бакальчук с небольшой группой людей пришел в офис Wildberries и утверждал, что он пришел на переговоры по разделу компании Wildberries. Вот. Группа людей была вооружена, среди них были чемпионы Европы по тэквондо и так далее, и завязалась потасовка. Предположительно, спутники Владислава Бакальчука были из Чеченской Республики, и мы знаем и помним, что впервые Владислав Бакальчук заявил о конфликте интересов, находясь в Грозном. Неизвестно, о чем шел разговор у пришедших визитеров, но охранники в Романов дворе проявили какую-то невероятную стойкость. Редко так бывает, чтобы охранники задержали бы группу бойцов или, может быть, даже вооруженных людей, но тут вот это задержание случилось, завязалась потасовка, кто-то достал топор, начал бить стекло, потом раздались выстрелы и так далее. Прибыли полицейские, несколько полицейских ранили, несколько охранников ранили, и позже появилась уже информация к вечеру, что скончались в реанимации 2 охранников офиса Романов двор. Одновременно с этим мужчины, возможно, тоже вооруженные, приходили в один из офисов Wildberries на Динамо. На следующий день, 19 сентября, Владиславу Бакальчуку и еще нескольким мужчинам было предъявлено обвинение по этому эпизоду по 4 статьям. И одна из этих статей — убийство. Совокупный срок заключения по данным статьям может составлять пожизненное заключение. Что же заявляют участники этого конфликта? Итак, Владислав утверждает, что он пришел на переговоры по поводу остановки строительства новых складов Wildberries. Татьяна Бакальчук в ответ сделала заявление, что никаких переговоров не планировалось, а перестрелка — это попытка рейдерского захвата компании. Татьяна записывает эмоциональное видео и распространяет его в социальных сетях, где говорит, что будет теперь настаивать на привлечении супруга к ответственности. Итак, тем, кто пропустил начало этого конфликта, я напомню. В июне Владимир Путин утвердил слияние компании РУС и Wildberries, была создана новая компания РВБ, где Wildberries получил 65%, а РУС 35%. Тем не менее, аналитики утверждают, что от слияния компании РУС и компании Wildberries на рынке Российской Федерации может произойти такая компания по мощности, сравнимая с компанией, как Amazon в Америке. Wildberries вошел в компанию по решению Татьяны Бакальчук, да, но адвокаты утверждают, что компания Wildberries — это совместно нажитое имущество в браке Владислава Бакальчук и Татьяны Бакальчук, поэтому все ждали, что предстоит судебный процесс по разделу семейного имущества, но вы сами видите, как все пошло. Интересно, что Forbes
посчитал вот недавно и опубликовал, что в ходе такой сделки Татьяна Бакальчук фактически отдала 35% своей компании, и ее фактическое состояние, о котором публикует Forbes на своих страницах, снизилось с 8 миллиардов долларов до 4 миллиардов долларов. Но, тем не менее, Татьяна Бакальчук остается самой богатой женщиной в России. Почему супруги не начали делить имущество в судебном порядке, до сих пор остается неизвестным, хотя Владислав несколько раз утверждал, что он ищет иные способы восстановления семьи. Видимо, мы находимся в каком-то просто фантастической фантасмагории, и я не хочу досматривать этот конфликт до конца, потому что он грозит большим бадабумом. И то, что это происходит на наших глазах и в публичном пространстве, это, конечно, меня шокировало. Да. В данном случае под лупой рассмотрения находятся там семейные ценности, взаимоотношения партнеров, привлечение третьих лиц к участию в конфликте и вообще опубличивание всей этой истории, ну и, конечно же, вот события, связанные с убийством людей, членовредительством и так далее. И, конечно, это все вызывает дикий резонанс. И вот еще что важно, дело в том, что компания Wildberries — это феномен. Поэтому на самом деле скандал, связанный с дележкой имущества, с разводом, вокруг феномена российского предпринимательства, ну, это, вообще говоря, огромный такой вот репутационный ущерб на российский бизнес, на способность российских предпринимателей вести дела, ну, не переходя к каким-то вот вещам таким, знаете, война, там, убийство, смертоубийство и так далее. Вот. И, конечно, внутри меня все это кипит, клокочет, я хочу как-то этой ситуации помочь, поддержать всех участников конфликта, чтобы они перестали обращаться к адвокатам, к помощникам, к помогателям, которые только иногда и заинтересованы в том, чтобы было жарче. Почему? Да потому что очень много людей сейчас зарабатывает на этом. Средства массовой информации перепечатывают эти все посты и так далее, зарабатывают, да, рекламу продают и так далее. То есть на самом деле вокруг этого конфликта дрожит у меня сердце за что? За судьбу детей Татьяны и Владислава Бакальчука, да. Ну и, конечно же, за всю феноменологию вокруг вот российского предпринимательства и этого феномена Wildberries. Когда все начиналось, я видел много отзывов, что о, бразильский сериал, как за ним прикольно наблюдать и так далее. Ну, смотрите, это уже не бразильский сериал, начался беспредел. Да, я предлагаю перевести управление этим конфликтом все-таки к медиаторам. То есть не надо вот эти адвокаты, вот эти вот разборки, вот эти вот силовики, да, вот вокруг. Давайте позовем медиаторов, ну, остановитесь. Я точно знаю, потому что был в подобных ситуациях. Я отделил бизнес, я имел претензии. Очень быстро вот такая вот разборка перешла от практических каких-то вещей в обсуждение «я прав, ты не прав». И все, и потом вот этот вот пинг-понг, уколы шпагами и так далее. И если бы у меня не было медиатора, если бы у нас не было медиатора, если бы мы не замедлились, мы бы уничтожили все. Вот, поэтому, друзья, это очень опасно совершать разбирательство вот в таком духе. Если еще чуть-чуть дальше вот затянуть, ну все, разгорится так, что уже не потушишь. Вообще говоря, популяризация предпринимательства, которая так желательно сейчас России, чтобы выходить из этих трудных времен, ну какая это популяризация? И когда рейдерство, захваты, вот такие способы ведения конфликтов, которые были типичны в 90-е, но они сейчас опять возвращаются, но это не может способствовать тому, чтобы молодые люди, активные, талантливые, приходили в предпринимательство. А значит, не будет новых заводов, новых сервисов, новых услуг, товаров, заместителей импорта. Не будет развития экономики, короче. Еще один семейный конфликт разгорается вокруг бриллианта российской предпринимательской мысли, вокруг Telegram. Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, заявила, что он не платит алименты на детей, и что она собирается объявить Telegram совместно нажитым имуществом и судиться за долю в Telegram. Что известно на сегодня о Ирине Болгар и о гражданском браке Павла Дурова и Ирины Болгар? Известно, что они прожили 10 лет в незарегистрированном браке и нажили 3 детишек. Ирина Болгар настаивает, что во многих странах такие отношения, вот рождение детей вне официального брака, рассматриваются как официальные, и значит, она может претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, в данном случае компании Telegram. Также известно, что ни в Российской Федерации, ни в Объединенных Арабских Эмиратах
нет такого понятия, как сожительство. Как собирается Ирина Болгар, значит, судиться с юридическими лицами, на которые оформлен Telegram, тоже непонятно. Понятно одно, что это медийная история, она вышла, она опубличена, и очень много адвокатов, юристов и очень много деятелей, которые, ну, на этом хотят раскрутить пиар. Это очень любимая история у всех СМИ, поэтому поздравляю, ребят. Что мне печально, так это то, что это еще одна история, связанная, первая, с семейными ценностями, да, с российским предпринимательством и с бриллиантом предпринимательской мысли. Я, честно говоря, откровенно от себя говорю, что мне не очень нравится все это опубличивание вот этих скандалов, которые должны решаться кулуарно, закрыто, вне публичного поля. Иначе каждое заявление в публичном поле может носить такое влияние на разборку, что мама, не горюй. Есть, кстати, заявления такие, что вот мы смотрим за этим и учимся на их ошибках. Парирую я вам, ребята, кто так думает. Дело в том, что невозможно ничему научиться. В публичном поле все искажено, все на слухах. А эти заявления все влияют на то, могут ли вообще стороны договариваться. Вот и все. Поэтому нет. Скорее всего, это в замену сериалов Netflix. Вот многие сейчас не могут смотреть сериалы Netflix, ну, кто-то там смотрит через VPN, через какие-то другие аккаунты и так далее, а вот кто-то не может. Так вот, тот, кто не может, он читает всякие вот такие вот новости, да, желтую прессу читает и так далее. Ну, это вот такое, знаете, замена регулярного чтива. Но если вы хотите сериал, ну, на самом деле, давай так, напишите мне в личку, я вам отправлю торренты или какие-то вот ссылки, вы там найдете миллион всяких вот этих сериалов, они, правда, гораздо более красивые, мощные, вкусные и пригодные для обучения, чем вот эти вот разборки семейные Павла Дурова и Ирины Болгар. В России начнет работать реестр электронных повесток. Это будет вот главный реестр, если ты хочешь проверить, пришла ли тебе повестка, заходи в вот этот реестр, там все будет. Цифровизация, конечно, вносит свои коррективы в нашу жизнь. Если раньше повестка должна была быть врученной, и ты должен был бы расписаться, да, и это порождало определенные вот эти вот танцы с бубном, да, мне не вручили или вручили и так далее, то теперь новые правила цифровизации такие. Слушайте, так, на 7-й день, если ты не явился, значит, повестка считается тебе врученной, и еще плюс 20 дней, и начинаются санкции. Какие санкции? Да, все, что угодно. Там запрет на покупку имущества, там выезд из страны, управление автомобилем и так далее. Ну все, лишение, ну, в общем-то, гражданских прав по полной программе. Поэтому цифровизация, конечно, меняет сложившийся веками уклад. Да, и вот что интересно, недавно мне рассказал один мой очень хороший друг, товарищ, что буквально за неуплату там 10 тысяч рублей, сбой был, какая-то там счет какой-то вовремя не пришел, да, у него в один день заблокировали все счета, наложили арест на все и так далее, парализовали ему полностью жизнь и так далее. Через день, когда в попыхах все это было там разблокировано и был оплачен этот счет, выяснилось, что это был сбой электронной системы, да, которая, ну, не должна была бы посылать вот такие резкие санкции от неуплаты там 10 тысяч. Вот. Но тем не менее, да, поэтому, друзья мои, знайте, что вот этот вот сбой цифровой может случиться вот где угодно. Да, застряли в лифте, выйти не можете, да, но это еще покажется цветочки. А вот так вот раз, и в один день у вас отключится там и телефон, и карты не будут работать и так далее. Вот такой цифровой мир, потому что техника электронная не лишена вот этой возможности сбоев и так далее. Ну а мы, как живые организмы, можем задохнуться. Друзья, и сейчас немного успокою. Только с 1 ноября запустят вот этот вот реестр повесток, а пока его только вот в Рязани, Мариэллы, Сахалинской области тестируют, поэтому до 1 ноября все свободны, поэтому выдохните. Я надеюсь, что технологи в России по цифровизации очень сильные, и они отладят эти все механизмы, чтобы лишние повестки не приходили. Потому что очень чувствительная тема, я думаю, все знают, насколько это чувствительная тема. Вот, поэтому дай бог, чтобы здесь получилось. Есть большая надежда, потому что все еще Россия находится на топовом уровне развития цифровых вот этих вот технологий. А вот эту новость хочу прокомментировать особо. Я давно говорю о необходимости создания российской низкоорбитальной космической группировки. И вот вам новость. В России планируют создать аналог Starlink, который наконец-таки даст
ну, альтернативу там, не знаю, космического интернета, я надеюсь, и способность там, фотографировать Землю там, с низкоорбитальных космических этих спутников. Итак, на создание бюро 1440, а именно так называется вот эта компания, потребуется примерно 500 миллиардов рублей. Напомню, что обычно объявленные сметы перевыполняются в 2, в 3 и 4 раза, поэтому слышим 500 миллиардов рублей, читаем, ну или там думаем про триллион уже. Основная часть финансирования, около 300 миллиардов рублей, как заявляется, компания привлечет из внебюджетных источников. Что такое внебюджетные источники в размере 300 плюс миллиардов рублей? Скорее всего, это те же государственные деньги, идущие через какие-то госкорпорации и так далее, или частные компании и так далее. Итак, разработчики русского Starlink заявили, что они не собираются конкурировать со Starlink по скорости интернета, и что скорость интернета будет в 10 раз меньше. Что тут заявлять? Просто я вам скажу, как есть. Невозможно за объявленную сумму денег, 500 миллиардов рублей, сделать ту же самую скорость интернета, что у Starlink. Вот поэтому это не вопрос, что кто-то там не будет конкурировать, а просто бюджет маловат для того, чтобы конкурировать. Значит, в частности, они заявляют, что будут запущено 383 спутника, они будут выходить из строя, их надо менять, то есть около 300 спутников будет всего. Напомню, Starlink группировки уже что-то там 10 тысяч спутников, и планируется доведение до 12 тысяч спутников. Поэтому ну, не может стоить высокоскоростной интернет, 10 гигабит в секунду, например, он не может стоить вот 500 миллиардов рублей. Для этого потребуется в 10 раз больше денег, да. И есть для этого подтверждение. В частности, вот Starlink, когда о нем говорили, заявлялось о 10 миллиардов для создания вот этой вот низкоорбитальной спутниковой группировки. Но это было давно, в самом начале. Известно, сколько стоит вывод одного спутника, известно, сколько стоит изготовить спутник. В общем, в принципе, все хорошо просчитывается, поэтому на самом деле альтернатива российского Starlink безусловно нужна России как стратегическое оружие, как способность рассматривать Землю со всех точек и так далее. Поэтому не важно, какая будет скорость у этого интернета, важно, что будет способность смотреть и фотографировать Землю с низкой орбиты, это важно. Но в публичном поле, конечно, разработчики озвучивают что-то для того, чтобы как-то вот спозиционировать себя. Я считаю ценным следующее: начало создания низкоорбитальной спутниковой группировки. Я считаю, наконец, ценным признание необходимости того, что это надо создать, выделение денег соответствующих и так далее, планирование выделения денег. И когда 5-7 лет назад уже было пора строить низкоорбитальную спутниковую группировку, тогдашние руководители Роскосмоса и властей, они, честно говоря, прозевали этот момент. Поэтому сейчас приходится очень сжатые сроки, с очень большими трудностями, создавать эту низкоорбитальную группировку и преодолевать вот эти все проблемы из-за санкций, из-за ограничений и так далее, но придется это сделать. Каждый раз, когда ты в своей жизни упускаешь какое-то время, то есть не делаешь что-то вовремя, знай, потом придется за это расплатиться в 10 раз дороже, а может быть в 100. И потом будешь скулить, что у тебя доходы в 10 раз ниже, чем вот у Васи. Почему? Потому что ты так и хотел. Чувствуешь аналогию? Спутниковый интернет в 10 раз ниже по скорости, доходы в 10 раз ниже, чем… А я так и хотел. Это моя стратегия такая. Да нет в этом никакой стратегии. Все, что не сделано вовремя, за все приходится расплатиться. Все потом втридорога приходится делать. Да не втридорога, а в 100 раз дороже. А иногда и сделать-то невозможно. Поэтому делай все вовремя. Следующая новость подойдет тем, кто собирался купить или обновить машину. Итак, цены на новые автомобили в октябре вырастут на 15%. Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора. Многие, конечно, критикуют этот закон, говоря о том, что правительство вводит драконовские меры и так далее. Я вам так скажу, промышленная политика должна способствовать локализации производства. Утилизационный сбор — это мера необходимая, вынужденная, если хотите так услышать, для того, чтобы, наконец-таки промышленную политику развернуть, которая будет способствовать производству автомобилей внутри России. Да, больно, да, за все оплатит потребитель, это правда. Знаете одно, это новость про то, что государство и правительство
реализует системно и последовательно промышленную политику, способствующую тому, чтобы игроки рыночные производили автомобили здесь, и двигатели, и кузова, и все. И дай бог, чтобы получилось, наконец-таки, где-то к 2050 году, чтобы в России были, ну, там, десяток производителей автомобилей. Это было бы большая благость, потому что производители автомашин дают огромное количество рабочих мест. А сколько смежников, сколько вот этих запчастей, деталей и так далее, а сколько сервисов, которые потом запчасти эти вставляют, там, ремонтируют машины. Представляете, какая экономика? И все это почему? Потому что есть автопроизводители в стране. Сегодня практически все автопроизводители в России — это крупноузловая сборка, к сожалению. Поэтому, конечно, нужно строить автомобильную промышленность в России, нужно возрождать Россию, нужна новая индустриализация и так далее. И утилизационный сбор, надеюсь, этому поможет. Важное объявление, друзья мои. У меня появилась площадка, на которой я публикую эксклюзивный контент. Если раньше в Ютубе я делал так называемый эксклюзивный контент, который раздавался потом на все площадки, то теперь не так. Теперь есть площадка в ВК, где у меня эксклюзивный контент. Там ты сможешь найти, первое, готовые бизнес-инструкции, готовые бизнес-модели, ну и, конечно же, мои комментарии Игоря Рыбакова на самые важные события в нашей стране и в мире. Подписывайтесь по ссылке в описании, ставьте колокольчик, скачивайте приложение ВК-видео, чтобы было гораздо удобнее. Ну и, конечно, будьте в актуальности, будьте на связи со мной. Следующая новость. В Москве военным судом арестован бывший адвокат Эльман Пашаев. Напомню, Пашаев был адвокатом Михаила Ефремова и тогда советовал ему всякую дичь. Я не буду сейчас перечислять, какая это дичь, потому что новость про другое. Так вот, Пашаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он обещал за $300 000 и 18 миллионов рублей отмазать Алексея Блиновского от уголовного преследования, от преследования семьи Алексея Блиновского. Я на предыдущих новостях говорил вам про адвокатов, про помогаторов, которые только и ждут, чтобы разгорелся какой-то огонь, чтобы вбросить в этот огонь еще больше топлива, чтобы огонь стал таким большим, чтобы много-много денег заработать. Вот Пашаев, ну, это достаточно типичный пример такого дельца. Я рад, что теперь будет привлечен, скорее всего, к ответственности, и это будет пример того, чем закончится история каждого того, кто пытается поживиться вот на чужих трагедиях, на каких-то разборках и так далее. Я хочу, чтобы вы знали, что есть целая такая вот профессия, да, когда какой-то бракоразводный процесс там ведется, и женщина, и мужчина, например, делят детей, ну вот я прям таким словом говорю, но появляются всякие такие помогаторы, которые прям так говорят женщине: ты не должна отдавать ему детей. Вот. И так настраивают женщину, что женщина там идет на все там подходы, чтобы оставить себе детей. И эта разборка разбивает семью и так далее. Ну вот и все. Поэтому вот таких помогаторов на самом деле сейчас на рынке очень много. Пожалуйста, бойтесь нарваться на таких, потому что именно эти помогаторы вталкивают людей в такие разборки, в такие проявления, из которых выбраться потом невозможно. Следующая новость мне очень нравится, я тоже ратую за возвращение сотрудников в офисы. Amazon обязал сотрудников вернуться в офисы. Часть сотрудников тут же назвали этот формат унижающий человеческое достоинство. Люди так привыкли сидеть в трусах на унитазе и выходить там в Zoom без включения видео, типа «Алло, как дела?» Так привыкли, что теперь вот унижение человеческого достоинства придется, значит, одеть штаны, там, не знаю, костюм и тащиться опять в офис. Вот что интересно, в компании Amazon применили инновацию, чтобы приучить обратно сотрудников к офису. Они выдавали им специальные бейджи, которые бы фиксировали, был ли человек в офисе. Так вот, люди использовали эти бейджи, чтобы приходить в офис, брать кофе бесплатно и уходить. Ребят, я ценю вас за креативность, находчивость и так далее. Как я вас люблю. Вообще, люди — это такие живые организмы, по-моему, которые хакнут любую систему. Поэтому пусть предприниматели, бизнесмены, руководители дальше придумывают. Но я вас поддерживаю. Креативность — наше все. Напомню, гибридный формат ввели компании в 2023 году после пандемии. Сотрудникам тогда предложили проводить в офисе 3 дня в неделю. А на этой неделе глава Amazon объявила, что с января 2025 года все сотрудники обязаны будут выйти в офис на 5-дневку.
да, и добавил. Это сплотит команду и поможет улучшить креативность. Подтверждаю. Дорогие мои любимые предприниматели, дистанционкой пора заканчивать. Практика показала, друзья мои, теряется командный дух, уменьшается креативность, то есть некоторые профессии могут работать на дистанционке, вне всякого сомнения, это правда. Но большинство вещей, которые требуют креативности, командности, кругов, бесед, разнообразия вот этих бесед, ну, здесь вот никуда. Поэтому, ребята, все в офис, радуемся строители и девелоперы, которые заложат новые офисы. Пожалуйста, возрождение и новый бум строительства офисов. Я, как сооснователь компании SOCWorks, ребята, призываю вас селиться в SOCWorks. Это особое пространство, где производительность труда ваша растет. Все бы хорошо, но свободных мест в SOCWorks нет, все раскуплено. Если поднимем цену, может быть, освободится там пара офисов. Вот. Видите, да, дефицит офисов, потому что все смекнули, что пора вернуться в офисы. Вот и вы, если вы до сих пор там позволяете вашим сотрудникам на дистанционке, готовьтесь к тому, что, возможно, скоро вы примете другое решение. Желаю вам удачи. В России стали оставлять под залог кредитов секс-игрушки. Улыбнула мне эта новость. Это что за секс-игрушки, которые можно в залог за кредит? Короче, чаще всего под залог оставляют, конечно же, автомобили, снегоходы, лодки, вертолеты, ну, такие какие-то крупные там штуки. Да? За последний год очень много заявлений об оставлении в залог электросамокатов. Также оставляют коровы, лошади, бараны в залог. Ну и вот появилась такая строка, которая фиксирует рост секс-игрушек в залог по кредиту. Друзья, я очень хочу надеяться, что вам никогда не придется расставаться с тем, что вам так дорого. Я всегда говорю, что кредиты — это зло, и пусть лучше секс-игрушки остаются при вас. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться, сказать, давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохого места просто не останется. Когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль, значит понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль.